Кто это? Почему я ее никогда раньше не видел? Хочешь, познакомлю? Меня зовут Светлана. Петя, Саша. Я рада всех приветствовать на моем канале «Свет вышивки». На календаре 4 марта 2023 года. Для тех, кто наблюдает за развитием на канве моей многоцветной вышивки, я представлю еженедельный отчет в первой части видео, сразу после анонса. Затем начинаем нашу очередную передачу из жизни привидений. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Да, вторая часть, друзья, как вы догадались, снова будет мистическая. Сегодня состоится заключительный выпуск цикла передач, посвященных теме вечных скитальцев. Итак, друзья, нас ждет прогулка по городам, которых нет. Встреча с единичным отголоском прошлого явления нередко. То звуки, то видения из потустороннего мира нередко беспокоят нас своим появлением. Чаще всего это люди, но иногда появляются и словно выхваченные из другой жизни строения. С чем связывают эти таинственные явления старожилы, мы и узнаем сразу после вышивальной пятиминутки. А сейчас нас ждет вышивка. Я вышиваю картину, ее первый урок великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Дзампиги. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Вышиваю я крестиком, ниточками ДМС 2 сложения на конве Аиде 18-го каунта фирмы Zweigart. Вот так, друзья, моя работа должна будет выглядеть в итоге. А сейчас я хочу напомнить, как выглядела вышивка в начале недели. А также сразу хочу сообщить, что у нас готова головушка Мэгги. И сейчас я предлагаю вам пронаблюдать за этапами ее появления на канве. А вот как она у нас выглядит сегодня. Перед нами приятное лицо, умудренной жизненным опытом женщины. Дизайнером мягко, естественно и деликатно показаны все признаки возрастных изменений кожи. А главное, что сохранены и удачно переданы в схеме настроение, чувства и ощущения, которые вложил в наших героинь художник Дзампиги. Мэгги просто светится от радости общения с внучкой и видя, с каким усердием Лукреция берет свой первый урок рукоделия. Похоже, что они много времени проводят вместе. Мэгги уже редко выходит в поле, в основном там работают поколения помоложе. А они с любимым Джованни занимаются пчеловодством и домохозяйством, где активной помощницей, как вы понимаете, является Лукреция. Тем, как получились лица, я довольна. И шейный цветастый платочек Мэгги меня устраивает. Правда, с ним пришлось неслабо заморочиться. Даже не могу точно сказать, сколько оттенков зеленого в листьях, изображенных на платочке, а также кораллово-вишнево-бурячных оттенках в цветочках с лососевым отливом. Но и эта задача оказалась выполнима, ведь платочек очень дорог нашей Мэгги. Ей подарил его милый Джованни. Как-то выдался очень удачный базарный день. Мед бойко реализовался, и за часть вырученных денег Джованни решил сделать Мэгги подарок к приближающемуся празднику. Он заметил однажды, будучи вместе с ним в городе, по пути домой они заглянули в галантерейную лавку. И там на одном из прилавков женских принадлежностей был представлен яркий цветастый платок, который сразу же приглянулся нашей героине.
Хоть Мэгги и едва заметно поглядывала в сторону этого чуда, Джованни, конечно, все понял. Но в тот раз он не мог приобрести такую дорогую вещь. Платочек был доставлен издалека, изредка заезжавшим в этот городок негациантом по самому шелковому пути. Тогда в лавке им нужно было срочно приобрести необходимую вещь в хозяйстве. И вот мечты сбываются. Удачный базарный день, и наш Джованни мчится на крыльях счастья к своей Мэгги с шелковым платочком у груди. Праздник, друзья, удался. Заглянул к ним, конечно, и Джузеппе с молодым вином, которое пристал его друг, монах-винодел Бенедикт из соседнего аббатства. А также покупку высоко оценила Аннушка, хорошо нам знакомая, и Роза. Так что, друзья, как вы понимаете, вышивала я этот платочек с особым вниманием. Теперь, по традиции, для любителей математики осталось озвучить результат в цифрах. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. На сегодня мною вышито 26,45% картины. В крестиках это составляет 55 978. За прошедшую неделю мне удалось вышить 6194 крестика. И до конца работы осталось всего лишь 155 622. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. А теперь приглашаю перейти всех ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое путешествие. Города, которых нет. Многие слышали о миражах или даже видели. Физики оптики считают, что в них нет ничего необычного, так как уже раскрыты их секреты. Все, кроме одного. Невозможно с помощью известных законов физики объяснить, почему миражи могут отражать события, происходящие на некотором расстоянии, не только в пространстве, но и во времени. К этому остается добавить, что у многих народов сохранились предания о том, что после определенных заклинаний в небе якобы может появиться летающий древний город. Возможно, под влиянием этих легенд известный своими пророчествами писатель Джонатан Свифт и описал в путешествиях Гулливера летающий город Лапуту. Встреча с единичным отголоском прошлого – явление нередкое. То звуки, то видения из потустороннего мира нередко беспокоят нас своим появлением. Чаще всего это люди, но иногда появляются словно выхваченные из другой жизни строения. Так по старой дороге между деревнями часто можно было слышать голоса людей, лай собак, смех, стук ведер и другие звуки. Такой шум, казалось бы, обычен для деревни, но в тех местах нет никакого жилья. Подойти ближе что-то мешает, звуки как будто препятствуют продвижению вперед. К тому же становится очень страшно. Местные жители считают это место заколдованным. Там даже днем, а не то, что вечером или ночью, слышно, как кто-то бьет по дереву палкой, и притом лишь на расстоянии шага перед идущим. Иногда из ниоткуда появлялся мужчина, который также внезапно пропадал. Старожилы связывают эти таинственные явления с тем, что по преданию когда-то на этом месте погибло то ли много татар, то ли цыган. Возможно, эти пришедшие из прошлого видения и считали бы какой-то разновидностью обычных миражей.
если бы их иногда не удавалось бы потрогать руками и даже пообщаться с ними. В книге «Духи и легенды Уилширского края» сообщалось, как в 1930-х годах миссис Эдна Хеджес по пути к своей подруге попала в сильную грозу и вынуждена была постучаться в дверь одинокого, крытого соломой дома. Это случилось на пустынной дороге Эрман-стрит, Англия. В дом с темными низкими потолками ее впустил странный, высокий, широкоплечий, молчаливый и постоянно улыбающийся старик. Больше всего женщину поразила удивительная тишина, царившая в доме. Его стены словно отсекали даже звуки разыгравшейся за окном стихии. И огонь в жарко горящем камине потрескивал молча. Через какое-то мгновение миссис Хеджес внезапно вновь оказалась на дороге. К подруге той же дорогой в то же время приехали вымокшие до нитки приятели, которые сказали, что дом у дороги необитаем уже лет 50. Действительно, вскоре после происшествия сама Эдна нашла на этом месте развалившуюся необитаемую развалюху с заброшенным садом. Во второй половине XX века в Хэтере, Англия, прославился подобными же проказами одинокий домик в лесу. Местные жители, туристы и даже топографы очень часто замечали среди деревьев чудесный домик, возле которого сушится белье, а из трубы идет дым. Буквально на следующий день, а то и через 5 минут, на месте дома оторопевшие наблюдатели могли видеть лишь остатки давно разрушенного фундамента. Впрочем, местные жители были убеждены, что дом этот — лишь призрак разрушенного в незапамятные времена строения. Джордж Рассел, близкий друг известного поэта Йейтса, столкнулся с аналогичным явлением в том момент, когда случайно оказался среди развалин старой часовни. По его словам, часовня внезапно приобрела свой первоначальный вид, и он явственно разглядел даже происходившее в ней богослужение. Но на материализации отдельных строений мистика не заканчивается. В 1960-х годах на Гаити известный биолог и писатель Сандерсон, по его собственному утверждению, он об этом рассказал в новелле «Еще кое-что», побывал на улице средневекового французского города. Когда автомобиль завяз в луже, он, его жена и помощник пошли по темному высокогорному плато пешком. Неожиданно, подняв глаза, писатель совершенно явственно увидел при ярко заблестевшей луне тени, которые отбрасывали трехэтажные особняки различной архитектуры, стоявшие по обе стороны от дороги. Их верхние этажи нависали над грязной и мокрой булыжной мостовой. Жена тоже увидела эту картину, она сразу же об этом рассказала. Однако, как только второй мужчина осветил улицу зажигалкой, все исчезло без следа. Обсудив произошедшее, писатель и его жена высказали предположение, что они каким-то образом попали в старый Париж. Повезло и Лауре Джин Дэниелс из Мичигана, США. В 1973 году майским теплым вечером она возвращалась домой по обычной пустынной улице. Девушка лишь взглянула на секунду на луну, опустила глаза и не узнала города. Вместо мостовой и тротуара возникла булыжная улочка и какой-то домик с соломенной крышей. Пахло розами и резедой. В садике перед домом сидели мужчина и женщина.
Одежды их были крайне старомодными. Из-за калитки выбежала и принялась лаять на Лауру маленькая собачонка. Мужчина попытался ее успокоить, однако пес не унимался. Невольная путешественница во времени схватилась за деревянную калитку рукой, и старый дом пропал. Но несколько мгновений у девушки оставалось ощущение, что рука по-прежнему сжимает шероховатую доску. Так, 10 августа 1901 года две молодые женщины, Энни Моберли и Элеонор Джордан, прогуливаясь по садам Малого Трианона, Версаль, Франция, неожиданно для себя заметили необычную перемену в окружающей обстановке и принялись с удивлением разглядывать людей и ландшафт. Перед ними была другая историческая эпоха. При этом одна из женщин почувствовала себя как во сне. Состояние дремоты было угнетающим. Девушки дважды обращались к прохожим с расспросами, но те попросту не поняли волнения заблудившихся дам. И тогда путешественницы обратили внимание на то, что все окружающие одеты в костюмы времен Марии Антуанетты. Позже, после столь же чудесного и непонятного их возвращения в родной 20 век, историки по описаниям уточнили наблюдаемое девушками время, период с 1770 по 1774 год. Правда, в старых архивах так и не обнаружили упоминаний о появлении в XVIII веке двух эксцентрично одетых дам. Иногда люди имеют возможность лицезреть на небе целые города. В 1684 и 1908 годах в графстве Слиго, Ирландия, появлялся неизвестный географом остров Бразил с большим красивым городом и утопающими в зелени крепостными сооружениями. В той же Ирландии, но только в графство Корк, трижды в 1776, 1797 и 1801 годах жители Юнгала лицезрели над своим городом окруженный стеной зеленый город с белыми палисадами. В XVIII веке знаменитый шведский философ Эммануэль Сведенборг во время прогулки по Стокгольму неожиданно увидел впереди рощи, реки, дворцы и множество людей. 18 июля 1820 года капитан судна «Баффин Скорсби», наблюдая в подзорную трубу западное побережье Гренландии, заметил и зарисовал огромный древний город. Впоследствии, конечно, выяснилось, что города в этом месте нет и в помине, а рисунки незадачливого первооткрывателя города с величественными обелисками, впечатляющими храмами, памятниками и руинами замков объявили плодом воображения. В 1840 и 1857 годах жители острова Санди видели в небе далекую страну с прекрасными белыми зданиями. Хрустальный город сказочного народа финн. А в 1881-1888 годах уже над Швецией наблюдался целый ряд неизвестных островов и других изображений. В 1887 году знаменитому первооткрывателю Уиллоби даже удалось сфотографировать в небе над Аляской неизвестный город. Снимки вышли весьма отчетливыми, поэтому их автора объявили обманщиком, ибо на фотографиях оказался слегка помолодевший английский город Бристоль, находящийся в тысячах километров от этого места. Через пару лет видение повторилось, а местные индейцы заявили, что в происходящем нет ничего удивительного,
ибо этот город часто наблюдался здесь и раньше, в периоды с 21 июня по 10 июля, еще до прихода на Аляску белых поселенцев. В 1890 году весной над Эшландом, штат Огайо, США, также появился неизвестный город. Мнения очевидцев резко разошлись. Одни утверждали, что это один из ближайших городов. Другие думали, что наблюдают Иерусалим. Третьи – вообще несуществующее поселение. В июне 1897 года над Юконом, Аляска, большое количество людей видели город. Потом они долго спорили и, наконец, пришли к выводу, что появившийся перед ними город не похож на отражение ни Торонто, ни Монреаля. Общее мнение собравшиеся сформулировали следующим образом. Это был какой-то город прошлого. А 2 августа 1908 целых 3 часа жители Беликанелли, Ирландия, наблюдали в небе дома, выдержанные в самых различных архитектурных стилях. Но больше всех, наверное, повезло летчику-космонавту, столкнувшемуся с этим явлением в конце апреля 1982 года. Он пролетал внутри города-призрака, рассматривая это аномальное явление, этот оптический обман, из кабины самолета. Полет проходил грозовой ночью в сплошной облачности. За бортом сплошная ночь. Летчик снизился с высоты 8000 метров на очень малую высоту около 1000 метров. И вдруг боковым зрением справа и слева на стеклах кабины заметил странное свечение и мелькание каких-то объектов, необычных для полетной ситуации. Летчик поискал взглядом источник и причины возникновения необычных светящихся прямоугольников. И тут впереди, как бы из бесконечности, возникли светящиеся точки, постепенно вырастающие в прямоугольники, по нескольку рядов слева и справа по полету, как будто мчишься по городу на уровне 5-го или 10-го этажа высоченных этажей 20-30 домов, у которых светятся все окна. Видны только окна. И проплывают они со скоростью очень быстро мчащегося автомобиля, около 150 км в час, что существенно медленнее, чем реально движется в воздушном пространстве самолет 800 км в час, исчезая из бокового поля зрения. А по сторонам, летя навстречу из бесконечности, появляются, растут и также исчезают новые ряды окон. Внизу ряды кончаются, земли не видно, внизу тьма, а вот наверху сплошные окна, как будто арка, разграфленная рядами окон по всей поверхности. Это туннель, вся внутренняя видимая поверхность которого как движущаяся и растущая система окон. Так длилось минут 5 или 10. Полнейшая иллюзия ночного города. Даже при небольших поворотах ничего не менялось. Туннель все равно оставался строго по курсу. И только когда летчик немного увеличил скорость, буквально за несколько секунд все исчезло. Город-призрак пропал. Вокруг черное небо. Летчик вновь уменьшил скорость и вновь попал в тот же город-туннель с аркой над головой. Летчик-космонавт еще немного поэкспериментировал с высотой и скоростью и сделал вывод, что город-призрак существует только в определенном слое, на определенной скорости и высоте. К сожалению, ему не удалось сфотографировать этот удивительный феномен.
Интересно, друзья, что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была вам интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр, а на сегодня все. Пока-пока.